Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу поделиться своим опытом. Расскажу, как сушить абрикосы в домашних условиях на зиму, чтобы получить необыкновенно вкусную курагу. Думаю, вы знаете, что абрикосы принадлежат к роду сливовых. Это очень полезная костянка, мякоть которой используют для приготовления кураги и урюка. Абрикосы в природных условиях растут во многих странах, где климат умеренно теплый. В моей зоне зимостойкости 5Б в центральной Украине абрикос довольно хорошо распространен. Но иногда мы остаемся без урожая, потому что в период возвратных заморозков, когда абрикос цветет, морозы повреждают цветущие деревья и плоды не завязываются. Но в этом году, слава богу, завязи на абрикосах было достаточно много. Мы очень обрадовались. Но, как говорят, не тут-то было. В начале июня, когда плоды абрикосов были уже довольно большие, у нас приключился зверский град. И деревья абрикосов очень пострадали. На зеленых плодах от градин образовались вмятины. Они потеряли товарный вид, и мне по мере созревания абрикосов пришлось их сушить в домашних условиях. Делать из абрикоса курагу. Какой сорт абрикосов лучше выбрать для сушки? Обычно для сушки абрикосов на курагу выбирают спелые плоды с очень маленькой косточкой и сочной мякотью. Также важно, чтобы сами абрикосы были очень сладкими. Иначе в процессе сушки, когда концентрация влаги уменьшится, кислый абрикос по вкусу будет еще кислее, концентрация кислоты увеличится. Лучше всего для сушки на курагу подходят сорта абрикосов Исфарак, это главный промышленный среднеазиатский сорт для сушения, а также Малатья, Крымский Амур, Харастар и другие. Кстати, напишите в комментариях, какие сорта абрикосов для сушки на курагу в домашних условиях используете вы. У меня в этот раз для сушки сорт Gold Rich, улучшенный американский сорт абрикоса с высокой устойчивостью к манилиозу. У него плоды очень крупные, сладкие, с ароматной мякотью. Это среднеспелый сорт, в среднем каждый абрикос весит примерно 90 грамм. Этот абрикос в наших широтах начинает созревать в начале июля. Как подготовить абрикосы к сушке? Обычно абрикосы для сушки используют только спелые, без признаков брожения и гниения. Плоды тщательно моют под холодной проточной водой, затем отцеживают через дуршлаг и дают им просохнуть перед сушкой. Однако при подготовке абрикос к сушке на курагу в промышленных условиях в Средней Азии абрикосы никогда перед сушкой не моют. И вот почему. Поскольку солнца там очень много, воздух очень сухой, поэтому сами солнечные лучи и высокая температура воздуха становятся дезинфекторами абрикосов. Вода же, если абрикосы мыть, проникает в губчатую структуру клетчатки плода и повреждает ее, что очень плохо для получения качественных сухофруктов. Поэтому-то абрикосы и не стоит мыть. Далее в процессе подготовки абрикосов к сушке применяется еще один дезинфицирующий агент – мелкокристаллическая сера, которая убивает все патогены в процессе сушки абрикосов. Поэтому я абрикосы тоже перед сушкой не мою, отбираю только спелые, чистые, красивые плоды и вынимаю из них косточку, потому что сушу их на курагу, а не на урюк. Если будете сушить абрикосы на урюк, косточку вынимать не нужно. Обработка абрикосов перед сушкой на открытом воздухе, на солнце. После того, как косточки удалены, надо сложить абрикосы в чистые пластиковые ячеистые ящики, наполнив их плодами примерно на треть. Как только это сделано, приступаем к обработке абрикосов серой. Это довольно простой процесс. Надо сложить ящики горкой, рядом сделать небольшое углубление в почве или приготовить металлическую емкость,
куда поместим тлеющий древесный уголь. Теперь нужно максимально герметично укрыть ящики с абрикосами полиэтиленовой пленкой, чтобы внутри мог сохраняться сернистый газ в течение 4-6 часов. Как только такое укрытие сделано, на поверхность горячих, но не горящих древесных углей наносится слой мелкокристаллической гранулированной серы. В процессе нагревания от древесных углей сера вступает в реакцию с кислородом воздуха и образует сернистый газ. Это бесцветный газ с резким запахом серы. Именно сернистый газ и будет дезинфицировать поверхность абрикосов в процессе обработки и не даст различным насекомым садиться на плоды при сушке абрикосов на солнце. Просто ноги им будет обжигать. Так, под воздействием выделяющегося сернистого газа абрикосы должны простоять в герметично закрытом пространстве 4-6 часов, чтобы газ проник в каждую половинку абрикоса и остался на поверхности плода в виде слабой сернистой кислоты. После обработки серой дело осталось за малым. Надо посушить абрикосы на открытом воздухе. Как сушить абрикосы на курагу? Обычно я готовлю ровную поверхность большой площади на открытом солнечном участке огорода или во дворе. Это может быть стол или плита ДСП или несколько кухонных подносов. Поверхность нужно застелить чистой тканью, либо бумагой, либо мелкой сеткой, либо марлей. Я использую полиэтиленовую пленку, чтобы иметь возможность еще и защитить абрикосы в процессе сушки от дождя. На чистой ровной поверхности раскладываю половинки абрикосов в один слой, стараюсь сложить их мякотью вверх. Но после обработки серой плод абрикоса очень мягкий, молекулярные связи клетчатки немного разрушены, и испарение влаги будет происходить со всей поверхности плода, независимо от того, как вы его положите, то ли мякотью вверх, то ли вниз. Поскольку плоды обработаны серой, я их ничем не накрываю. Они сушатся на открытом воздухе под ярким солнцем. Время от времени я переворачиваю абрикосы, чтобы сушка шла более равномерно. Обычно для сушки абрикосов достаточно 5-6 дней, но все, конечно, зависит от погоды. Как хранить сушеные абрикосы на курагу? Так как мы использовали перед сушкой абрикосов обработку серой, хранить такие абрикосы в стеклянных или керамических емкостях с плотной крышкой вовсе не обязательно. Учитывая, что я пересушила более 10 ведер абрикосов, у меня столько и стеклянной тары даже не найдется. Поэтому я храню такую домашнюю курагу в обыкновенных картонных ящиках. Сверху укрываю тонкой пергаментной бумагой, чтобы защитить от излишнего солнечного света. Лучшее место для хранения абрикосов на курагу темное и сухое. Примерный температурный режим хранения плюс 15-20 градусов Цельсия. Посмотрите, как выглядит моя домашняя курага. Она имеет красивый красно-коричневый цвет, очень мясистую структуру клетчатки и великолепный сладкий вкус. Кстати, о цвете кураги. Настоящая высокосортная курага имеет не оранжевый цвет, как мы привыкли об этом думать, а красно-коричневый, практически шоколадный цвет. Именно такой цвет говорит о том, что такая курага не поддавалась химической обработке для фиксации первоначального цвета и сохранила максимум полезных веществ. Курагу такого цвета называют шоколадной и продают дороже других видов кураги настоящим ценителям. Сушите абрикосы на курагу, сохраняйте витамины в обыкновенном картонном ящике, подавайте курагу к чаю, и вы никогда не будете жаловаться на высокий уровень холестерина и сахара в крови. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр, за лайк, подписку и комментарий. Скоро увидимся!